Что будет, если представить себя фитнес-тренером на один день? Как вести социальные сети, где брать подопечных, быть собой или держать образ, кого брать в команду и зачем? Что будет, если стать фитнес-тренером на один день? Привет, меня зовут Влад, и очень часто я ставлю себя на место других людей, ведь моя профессия подразумевает разработку стратегии продвижения для разного рода специалистов. Именно поэтому я решил создать формат, в котором я буду разрабатывать контент-стратегию для тех или иных специалистов, после чего буду показывать все это вам, и если вдруг ваш интерес будет достаточно велик, я буду искать специалиста, с которым реализую данную стратегию. Соответственно, людям, которые занимаются той нишей, на которую мы делаем обзор, будет очень полезно посмотреть это видео, ведь в нем я буду делиться инструментами к продвижению. Для того, чтобы понять, как продвигать фитнес-тренера, нужно проанализировать рынок, посмотреть конкурентов, какие инструменты они используют для продвижения, какой контент публикуют, с кем коллаборируется и что вообще в целом делают в соцсетях. Мы возьмем сегмент чуть выше среднего. Да, конечно, для этого сегмента мне неплохо было бы подкачаться, но давайте представим, что я сижу с горой мышц и делаю все это. Сейчас для своего продвижения очень многие люди используют запрещенную площадку. В ней они публикуют несколько видов контента. Для начала давайте разберемся, какие существуют. Первый – это фото. Второе – это видео. И третье – это текст. Достаточно несложный набор, правда? Именно из этих трех составляющих контента и формируется абсолютно любая социальная сеть. Сейчас очень набирает тенденцию комедийный контент. Шутки, какие-то приколы, мемы и все вот в таком духе. Соответственно, люди пытаются снимать подобный контент, работая на ширину, вычленяя оттуда заинтересованных людей к себе на тренировки. Но самая большая ошибка этих людей в том, что они пробуют один инструмент, и если вдруг он срабатывает, они потом начинают работать только с помощью него. Тем самым загоняя себя в ловушку, в которой у них кончаются идеи, мотивация, и контент начинает набирать все меньше и меньше. В чем же проблема? Помимо комедийного контента, публикации своей формы и формы своих подопечных, было бы прикольно раскрывать свою личность. Подобающее большинство людей упираются в несколько форматов и делают только это. Что такое кросспостинг, другие социальные сети, их вообще абсолютно не волнует. Но есть исключения. Люди, которые создают марафоны, освещают их в социальных сетях, запускают медиапроекты для коллаборации с какими-то известными людьми, подключают все площадки и занимаются кросспостингом, ну и, конечно же, создают идеологию. О последнем я хотел бы рассказать вам чуть подробнее, но эта тема заслуживает отдельного видео, ведь идеология должна присутствовать абсолютно в любой нише. Как итог, мы имеем с вами два списка. Один список применяют люди, которые не готовы к чему-то новому. Второй список применяют люди, которые хотят добиваться чего-то большего, чем просто 3 тренировки в неделю. Я сегодня стал фитнес-тренером. Какие бы этапы привели меня к тому, что я стал бы очень востребованным тренером? Вспомним 3 вида контента. Для начала ведения абсолютно любой социальной сети нам нужен пул контента, который у нас будет в запасе, для того, чтобы мы не публиковали контент день в день. Такая модель публикации контента день в день, она будет вас погружать в какое-то бельчье колесо, из которого вы никогда не выберетесь. Это нам не нужно. Нам нужны пассивные клиенты, пассивная реклама. Именно поэтому в первые этапы мы проводим несколько фотосессий в классическом и оригинальном стиле. Все для того, чтобы понять, в каком амплуа я лучше зайду аудитории. Подопечных у меня еще не было, но моя форма уже приличная. Соответственно, после того, как мы ее запечатлели, было бы неплохо попросить своих товарищей по тренировкам зафиксировать свой тренировочный результат, который был достигнут совместно со мной, и я попрошу их написать отзывы на моих профилях. Конечно же, заранее я их подготовил, везде оставил контактную информацию и то, как со мной связаться. После этого у меня уже есть какое-никакое портфолио и контент для публикации. Самое время подумать о контент-маркетинге, о съемках контента. Для своего профиля я бы создавал контент, в котором я брал бы случайных людей и разбирал бы их ошибки в тех или иных упражнениях. Как по мне, для фитнес-тренера это самый идеальный контент, ведь к нему люди обращаются для того, чтобы он скорректировал технику, правильность выполнения, ну и вообще, в принципе, сказал, как оно должно быть. Именно на это я бы и делал акцент. Сняв небольшой пул короткого контента, мы уже имеем с вами фотосессии, отзывы и немного короткого контента. Самое время задуматься о постинге, но важно знать, что такое кросспостинг.
Кросспостинг — это когда одна единица контента распространяется на все возможные социальные площадки. То есть, снимая один короткий ролик, вы можете опубликовать его сразу везде, тем самым привлекая гораздо больше целевой аудитории, которая может заинтересоваться вашими услугами. Все вышесказанное является золотым стандартом для того, чтобы просто быть на радарах в социальных сетях. Но должен быть какой-то формат, который будет вас продвигать по карьерной лестнице. За основу я бы взял разбор персональной тренировки. Беру какого-то человека, который ничего не понимает в спорте, и пытаюсь ее как-то скорректировать в формате шоу, рассказывая про то, что за тренировки, для чего эти тренировки, на что мы делаем акцент, что мы потребляем из еды, какие спортивные добавки. То есть делал бы такое ток-шоу «Человек на прокачку». И именно вот это ток-шоу позволяло бы мне публиковать контент на самом крупном видеохостинге, на котором вы сейчас смотрите это видео, YouTube. Миллиард пользователей заходит сюда ежедневно. И реклама тут, создавая контент для вас буквально бесплатно. Именно поэтому, пока ваши конкуренты тратят деньги на SMM-специалистов, дизайнеров и прочих вот таких чуваков, находятся ребята, которые просто заводят YouTube-канал, делают свой эксклюзивный контент, находят своего зрителя и потом уже с YouTube развивают свои другие социальные сети. Ваши же конкуренты пытаются делать наоборот, и YouTube они запускают в самую последнюю очередь. Это их огромная ошибка. Вы можете сказать: Влад, ничего оригинального. Мы это слышали 1000 раз. Я скажу вам то, что не скажет ни один специалист, у которого вы будете брать консультацию. Самое главное, что вы получите после этих действий, это информацию, которую вы будете способны проанализировать и провести работу над ошибками. Мы выложили уже несколько фотосессий, мы выложили отзывы, мы выложили короткий контент, мы создали свое шоу. Во всех этих 4 видах контента мы будем собирать обратную связь от своих зрителей и корректировать тем самым свою контент-стратегию. Так мы будем увеличивать глубину просмотра, вовлеченность, реакции, комментарии. И тем самым все площадки будут заинтересованы в нас, так как они будут видеть, что зрителям мы не безразличны, мы с ними взаимодействуем. Самое главное во всей этой истории — быть искренним и транслировать свою личность. Также я, например, в своем профиле бы ввел ежедневные сторисы, где показывал только то, какой я крутой герой, как я правильно питаюсь, как у меня нет вредных привычек, как я правильно сплю. Тем самым личным примером показывая своим подопечным то, что тренер я не только в тренировочном процессе. Я действительно тот человек, с которого стоит брать пример, и таким я должен быть в настоящей жизни. Что же, друзья, такой небольшой поверхностный ролик подходит к концу. Базис стратегии продвижения я вам дал. Применять его или нет — уже дело за вами. Ну а мы с вами встретимся в подкасте с фитнес-тренером, где мы подробно поговорим про все эти этапы, которые я сейчас оглашаю. И если у вас возникнет интерес, мы обязательно реализуем эту стратегию и осветим все это на этом канале и на канале, который мы запустим. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, поддерживайте его лайком, пишите свои комментарии и до скорого!